on my pillow, leave the winter on the ground. I wake up lonely. Великая сила искусства. Автор Айя, соавтор Адорада. Читает Кэт Вилд. Глава 4. Услужливая девушка на ресепшн позвонила в номер господина Мина по просьбе Чон Хасока и предупредила, что к нему гость. Тот не просил себя провожать, потому что прекрасно знал дорогу. Но широко улыбался, ведь его проводили. Стоило оставить чаевые на выходе, как всегда. «Ты еще не спишь?» — порадовался он, заходя в шикарный номер и находя взглядом Юнги. «Извини, что я так поздно, но у меня есть новости, которые не стоит обсуждать по телефону». Юнги плотнее запахнул на груди винного цвета бархатный халат, наброшенный поверх рубашки. Пиджак был небрежно брошен на кресло. «Я очень рад твоему визиту». Он улыбнулся, хоть и весьма растерянно. «Ты не часто ими балуешь. Садись, пожалуйста». Хасок устроился на низком диванчике, вытянул ноги и достал из кармана пиджака портсигар. Взглядом получил разрешение закурить и щелкнул зажигалкой. Затем потянулся несколько раз и только после этого высказался. Затем затянулся несколько раз и только после этого высказался. Не так давно в наших кругах пошли слухи, что в одном из аукционных домов обнаружили подделку. Сегодня буквально после твоего визита, и получаса не прошло, ко мне приходили 2 агента из бюро. Нет, не с обыском или для допроса. Боже упаси. Просто так наведались в ювелирный отдел. Одного из них я знаю, поэтому мне удалось выяснить, что слухи не врут. К Андерсу и правда попали фальшивые полотна на шелк, предполагая, что это был Кастильони, а еще Дега. Но спешу тебя заверить в том, что твоя сегодняшняя покупка — истинный подлинник. И если нужно, мы привлечем экспертов. Я тебе верю, — очень серьезно кивнул Юнги. Конечно, это подлинник. В дверь негромко постучали, и Юнги впустила официанта отеля с шампанским и блюдом свежей клубники. Сам разлил по бокалам напиток, протянул Хасоку. Жаль Андерса. Жаль Андерса, конечно. Но ты не единожды говорил, что ему стоит привлечь хотя бы еще одного эксперта. Вот он и поплатился за то, что не стал слушать меня. Кивнул Чон, не отказываясь от угощений. А еще эти агенты интересовались тем, кто приобрел Дега, то есть тобой. Даже просили меня дать твой контакт. Разумеется, я не дал. У меня же нет твоих контактов. Он широко заулыбался. Да у меня и адреса толком нет. Я все время в разъездах. Улыбка Хасока всегда побуждала Юнги на нее ответить. Слабым отражением, но искренне. Спасибо, что сказал. Он указал взглядом на портсигар и спросил. Можно? Хасок открыл его и протянул на ладони. Конечно. Угощайся. Пришлось отставить бокал, чтобы повертеть зажигалку в другой руке, намекая на то, что Юнги не самостоятельно будет поджигать себе сигарету. Юнги взял ее, неуловимо потянулся навстречу, выражая просьбу одним взглядом, и на мгновение замер над пальцами Хасока, втягивая запах. Горьковатый табак и слабый шлейф парфюма, томная амбра, спелые персики и сладковатая дубовая мшистость. «Спасибо», — прозвучало хрипло. «Может быть, потому что на выдохе». Хасок медленно распрямился и вернулся к шампанскому. Провел кончиками пальцев по холодной поверхности стекла и недолго помолчал, словно подбирал слова более тщательно, чем обычно. «Как долго ты еще пробудешь в городе? Слышал, ты собирался покинуть нас». «Уже утром улетаю в Нью-Йорк», — кивнул Юнги. «Хочу уединиться со своим Дега и наслаждаться», — он улыбнулся. «Хорошо, что ты пришел сегодня». «Мне будет не хватать вас обоих». Хасок улыбнулся в ответ, но слегка натянуто.
потому что в каждой шутке была лишь доля шутки. Привезти тебе подарок с восточного побережья? Что-нибудь в галерею или... Юнги глубоко затянулся. Тебе лично. Ну, ты же знаешь, для меня нет никакой разницы. Все, что в моей галерее, это личное, пока оно там. А когда ты планируешь вернуться? Хасок снова наклонился, но уже к блюду с клубникой. Взял одну ягоду и осторожно оторвал зеленый хвостик перед тем, как полностью взять ее в рот. Может быть, медленно и тихо. Я надеюсь однажды привезти тебе то, с чем ты не захочешь расставаться, что не попадет в галерею. Юнги отвел взгляд от четкой линии губ напротив. Думаю, через 2-3 месяца вряд ли я проведу с моим любимцем больше времени. Он, не глядя, потянулся к тяжелой пепельнице, затушил сигарету и неожиданно спросил. Знаешь, почему именно эта картина? Почему? Заинтересованно отозвался Хасок, выбрав вторую ягоду покрупнее, но не спешил ее есть. Когда я пришел впервые, ты был в голубом зале один и танцевал в центре. Юнги отчетливо помнил рассеянный свет, проходящий через витражные стекла, и тонкую фигуру, застывшую на миг, невидящий взгляд и излом рук. И Дега над тобой. Хочу сохранить это воспоминание. Он тогда бесшумно отступил, замер, притаился, не заходя, чтобы не смутить, не нарушить самозабвенность Хасока, а забыть не смог. И всегда, заходя в голубой зал и видя танцовщицы Дега, видел как наяву. Сперва Хасок удивленно застыл, приподняв брови, а затем негромко засмеялся. Мой танец решил судьбу картины? Как удивительно! Может, мне стоит вспоминать о своем нелепом занятии почаще? Хотя вдруг так все слишком быстро разберу. Он покачал головой, посмеиваясь, съел, наконец, ягоду и запил ее шампанским. Представляешь, сколько воспоминаний хранит это полотно? За почти 100 лет оно впитало в себя и эмоции смотрящих, и их мысли и воспоминания. Вот за это я и люблю картины, которым больше полувека. Они могут рассказать гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. У каждого, кто владел ими, прикоснулся к ним, своя история. Начиная с художника, у которого, разумеется, она своя. История полотна впитывает в себя окружающий мир, собирает его и бережно хранит, молча. И не каждому дано увидеть все, сколько бы ты ни всматривался. Многие не всматриваются, к сожалению. Юнги тоже потянулся за ягодой. Вот мне и удивительно, неужели за слоем красок можно не увидеть истории? Можешь меня осудить, но если люди настолько поверхностны, что не хотят и не могут этого увидеть, им достаточно фальшивки. Истинный шедевр должен быть там, где его способны оценить. Услышать то, что он рассказывает. О, я не вправе осуждать тебя, мой дорогой Юнги, за такие мысли. Даже как первый владелец галереи, в которой никогда не будет фальшивок, кто презирает их настолько, что боится. Хасок снова рассмеялся, уже достаточно пьяно. Но это как классовая система. Никуда от нее не деться. Всегда будут те, кто получает все блага этого мира. Когда кто едва сводит концы с концами. Каждому по способностям, как говорится. Это был своеобразный тост, потому что он поднял бокал, осушил его и протянул за добавкой. Юнги не сразу наполнил его бокал, словно оглушенный чем-то. А потом встал, сделал шаг вперед, обходя столик между ними, и сполз на пол, сминая подбородком идеальную стрелку брюк на чужом колене. «Повтори еще раз, пожалуйста», — попросил он. Хасок почти успел испугаться, наблюдая за его перемещениями. Отчего-то решил, что собеседнику стало нехорошо. Так внезапно тот опустился к его ногам. «Мой дорогой Юнги,
Осторожно повторил он, всматриваясь в лицо. Тот поймал его руку, прижал к своей прохладной щеке и невесомо обласкал дыханием. «Я так хочу написать твой портрет», — хрипло сказал он. «До встречи с тобой я и не думал, что в нашем время есть люди, достойные быть запечатленными в вечности». «Что же тебя останавливает?» Хасок задержал руку, тепло улыбнувшись. «Возможно, именно это я никогда не представлю в своей галерее. Если ты мне его подаришь, разумеется». «Ты будешь мне позировать?» Юнги отвел взгляд, голодный и жадный. «Когда я приеду в следующий раз, уделишь мне несколько своих вечеров?» «В голубом зале», — пообещал Хасок, слегка наклонился и потянул его вверх, приобняв за плечо. «Я уделю тебе хоть 100, только возвращайся скорее». «Я постараюсь», — пообещал Юнги. «Я всегда возвращаюсь в Сан-Франциско». Он замер на мгновение, возвращая себе привычный вид, и поддался руке Хасока. «Извини». Улыбка была мягкой, слегка смущенной. «Сделал тебя свидетелем своих эмоций». «Не преступление же», — поспорил Чон, отпустил его и приподнялся. «Время позднее. Не буду больше тебя задерживать. Тебе нужно отдохнуть перед полетом. Я буду ждать твоего возвращения». Напоследок он мягко пожал его руку и едва ли не коснулся губами щеки, когда стремительно приобнял. «Я вернусь. Береги себя». Юнги проводил его до дверей, а потом поднял руку к лицу и коснулся щеки, сохраняя теплый след чужого дыхания. Как ни странно, наутро Чимин чувствовал себя вполне хорошо и бодро. Встал еще до звонка будильника. У него было время принять душ, собраться и привести себя в строгий ухоженный вид. Уложить волосы. Он любил зачесывать их назад, оставляя несколько случайных прядей на лбу. Выпить кофе, съесть яичницу и ягодный мусс на десерт. А потом еще и выйти заранее, чтобы дожидаться Тэхёна уже у входа в отель со своим чемоданом. Когда он зашел в лифт, то поприветствовал стоящего там человека. Пожелал ему доброго утра и нажал на кнопку закрытия дверей, стоя к ним лицом и расправив плечи. Ведь даже не заметил картину, которую тот держал при себе и не отдавал носильщикам. Та просто как-то слилась с окружающей обстановкой. Ну или Чимин слишком много думал о чем-то другом в тот момент. А Намджуне, которому так и не перезвонил, а ведь ему было что рассказать. И о Тэхёне, который, как Чимин надеялся, не опоздает. Стоявший за ним человек поправил объемный шарф, закрывающий горло. Ох, не стоило ему допивать ледяное шампанское в ночном тумане, сидя на парапете балкона. Хрипло распрощался с управляющим и уехал на поданной ему машине. Тэхён появился на такси через несколько минут с маленьким чемоданом и довольно высокой светловолосой девушкой, совсем юной на вид. «Доброе утро», — поздоровался он с улыбкой. Вопрос о самочувствии он опустил. Выглядел Чимин бодро и собранно. «Это Астрид, моя почти племянница. Это Пак Чимин, специальный агент». «Здравствуйте». Девушка вежливо улыбнулась Чимину. «Опа, мне еще в школу, давай ключи». Она расцеловала Тэхёна в обе щеки, сунула ему в руки бумажный пакет и помахала рукой. «Осторожней там!» — в один голос произнесли друг другу Тэхён и девушка. И также единодушно рассмеялись. Астрид ушла на парковку, а Тэхён придержал перед Чимином дверь такси. «Не хотел оставлять машину здесь. Астрид ее отгонит домой», — объяснил он. «Ты завтракал? Она мне булочек напекла со сливками. Хочешь?» Перед самым появлением Тэхёна Чимин хмурился вслед уезжающей машине, потому что картину все-таки заметил. Да и человек из лифта показался знакомым. Потом хмурился, когда приехал Тэхён. И расслабился только уже в такси.
А я уж думал спросить, почему девушка едет с нами, усмехнулся он. О, нет, только не со сливками. И пока не ехали в аэропорт, рассказывал напарнику недавнюю историю со вдовой, которая его этими сливками просто допекла. И вообще, я равнодушен к сладкому, почти ко всему, хотя иногда организму нужна глюкоза, особенно утром. Тэхён смеялся в голос, с аппетитом уплетая под рассказ те самые булочки. «Все понятно», — заключил он. «Ну, вообще-то ты многое теряешь. Астрид готовит потрясающую выпечку. Ее мать то ли шведка, то ли исландка, поэтому девочка у нас такая светленькая. Хорошая, правда?» «Милая», — уклончиво ответил Чимин. «Только не надо мне ее сватать. Она слишком молода». И засмеялся. Взгляд Тэхёна из гордого, словно все достоинства Астрид его заслуга, на миг стал тяжелым и опасным, как у зверя, оберегающего детеныша. Но потом он тоже рассмеялся. Вот еще сватать. Она найдет себе помоложе и, надеясь на более спокойной работе. Но об этом вообще рано говорить. Она школьница. Чимин зря опасался очередей в аэропорту. Они показали удостоверение, и их провели по служебным коридорам. «Сейчас рейс на Нью-Йорк вылетит, а потом наша очередь», — сообщил Тэхён, сверившись с расписанием. «Сначала заселимся в отель, а потом поедем искать, где там этот мистер...» Чимин заглянул в документы. «Ан? Господи, он что, тоже кореец? И это какая-то шутка?» Как-то до этого не приходилось вчитываться в досье на коллекционера. А теперь агент удивленно застыл. Понаехала. Спасу от них нет. Кошмар, поддержал Тэхён. Не удивлюсь, если с последующей переписи населения корейцы выйдут на 3-е место. Мы тебя просто преследуем. Все началось с Намджуна. До него все было нормально, фыркнул Чимин и подтолкнул его к нужной очереди на посадку. В Алабаме оказалось гораздо жарче, чем в Сан-Франциско. Чимину даже хотелось снять пиджак, пока не добирались до отеля, а потом спросить, есть ли у них бассейн. Новая шутка мироздания была в том, что в бюро почему-то их решили поселить в один номер, к счастью, 2-комнатный. Не то, чтобы Чимин был сильно против такого расклада, но раньше ему не доводилось жить со своим напарником в одном номере. Ему вообще не приходилось с кем-то жить, кроме семьи, да и то. Последние лет 8 он жил в одиночестве. «Если что, я первым вечером иду в ванну», — заявил он, быстро сориентировавшись. А потом пошел в свою комнату, чтобы сменить рубашку. В этой жаре предыдущая вся промокла. Тэхён чувствовал себя лучше, хотя даже для него было жарковато. И он, пользуясь необязательностью формы, взял с собой легкий льняной костюм, значительно лучше, чем пиджак. «Я заказал такси», — сообщил он вышедшему напарнику. «Через час будет. Как раз жара спадет, и мы успеем пообедать». «Нас же покормили в самолете. Сколько можно есть?» — улыбнулся Чимин. Хоть и звучало уже привычно строго. «Ладно, давай спустимся в ресторан. Пообедаешь. Я возьму себе что-нибудь легкое, потому что пока не голоден. Да и на сытый желудок я хуже соображаю почему-то». «Я ничего не знаю», — говорил им спустя 1,5 часа коллекционер. «Я сам купил эти работы, обратился к экспертам. Они подтвердили подлинность». «У кого купили?» Местная кухня Тэхёну не понравилась, жара не спадала, и он был не слишком любезен. Смотрел строго и пристально, вопросы задавал с нажимом. «Ну, это из частной коллекции. Владелец продавал». Ан мялся и отводил глаза. «Но потом я заказал экспертизу». «Вы можете подтвердить этот факт? Расписки, банковские чеки, счета?» Под его взглядом запрашиваемые документы нашлись. Тэхён изучал каждый лист, буквально вооружившись лупой. «Мистер Ан,
В это время Чимин серьезно смотрел на мужчину. Нам нужна информация о предыдущем владельце, а также позвольте узнать, почему вы вдруг решили продать именно эти полотна. Они перестали вас радовать за 4 года? Насколько я знаю, вы не имели раньше проблем с законом. Но вот с визой... Он успел вчитаться в досье на этого человека еще в самолете. Будет весьма прискорбно, если вас придется депортировать. И вся ваша коллекция, к сожалению, останется здесь. Пока коллекционер судорожно набирал воздух для ответа, Тэхён пододвинул бумаги к Чимину. Посмотри, какая прелесть. Он приобрел рисунки и дега у некого Ли Саберо. Одни азиаты в этом деле, ты прав. Но посмотри на сумму. В 20 раз дешевле, чем вам предложила галерея мистера Андерса. Так, мистер Ан? Это был совсем молодой паренек, зачастил Ан. Продавал то, что осталось от деда. Он же вообще не представлял себе реальной стоимости. И я и так дал ему хорошую сумму. Другие бы предложили и того меньше. Давайте я предположу, как было дело, мистер Ан. Чимин вгляделся в бумаги и снова откинулся на стуле, сложив руки на груди. Вы приобрели работы у случайного молодого парня за бесценок. Потирали руки, что вам это удалось. Потом пригласили экспертов. Они подтвердили подлинность. Тогда это был практически праздник. Но несколько месяцев назад вы, как любой уважающий себя коллекционер, перебирали свои жемчужины и почему-то усомнились в нескольких. Вдруг усомнились. Пригласили знакомых экспертов. Они, наконец, обнаружили, что шелк вызывает подозрения. А оригинал дега так и вовсе передан 1,5 года назад в Национальную галерею в Вашингтоне. И тогда вы одним махом решили от этого всего избавиться. Самым простым способом – привлечь аукционный дом, готовый заплатить вам любые деньги за такие сокровища. А там пусть сами разбираются, что приобрели. И я прав? Только про дега. В шелке я был уверен, хрипло сознался Ан. Мне 3 эксперта в один голос подтвердили подлинность рисунков и картины. Но он сейчас вырос в цене, и я решил, что самое время его продать. И способа связи с этим Ли Саберо у вас, конечно, нет. Чимин сбавил обороты, коротко взглянув на напарника. Расскажите хотя бы, как вы познакомились? Сомневаюсь, что это вы его нашли. Многие знают, что я коллекционирую предметы искусства. Ан на миг забылся, горделиво расправил плечи. Но тут же снова сжался под взглядом Тэхёна. И я встретился с ним в антикварном магазине. Он подошел ко мне сам. Сказал, что у него есть кое-что от умершего деда, но в магазине ему предложили слишком низкую цену, а ему нужны деньги. Предложил посмотреть, и я посмотрел. И мы сторговались. Больше я его не видел. Какое безрассудство для уважаемого коллекционера, пристыдил его Чимин. Тэхён, возьми все, что необходимо из документов, пока мы можем идти. Но мы вернемся к вам, мистер Ан, если потребуется. Возможно, совсем скоро. Имя какое-то несуразное, заметил Тэхён в машине, когда они возвращались в отель. Ли Саберо. Странное, не находишь? Фамилия корейская или китайская, а имя явно японское. Совершенно согласен, покивал Чимин. Сразу об этом подумал, как будто это вовсе не настоящее имя даже. Но нужно позвонить в бюро, проверить. Может, оно уже где-то мелькало? Позвоним, согласился Тэхён. Саберо. Если бы оно было по-японски написано, было бы проще. 3-й сын Ли, если переводить буквально. Ну, я поражаюсь этому Ану. Неужели жадность настолько глаза застит? Он оставил Чимина у входа в отель. Пойду прогуляюсь, разомнусь. Здесь разница во времени с Вашингтоном всего час. Можешь успеть позвонить, предложил он. Встретимся в ресторане? Давай через час.
Чимин надеялся еще поплавать, но это можно было сделать и после ужина. «Хорошо», — согласился Тэхён. Он неспешно погулял вокруг отеля, заглянул в бар и выпил мартини. Торопиться было некуда. И Тэхён чутко чувствовал, когда человеку рядом с ним нужно немного пространства и времени. Как бы хорошо они ни поладили с Чимином, тот явно не привык к такому тесному сотрудничеству, да еще и общему номеру. Чимин это, безусловно, оценил. Прикинув время, он позвонил Намджуну домой. В трубке раздался веселый детский голос. «Алло? Бинни!» «Солнце мое, это Чимин», — заулыбался агент. «Папа дома? Как у вас дела?» «Папа, папа! Чимин звонит!» Еще радостнее отозвался мальчик. «У нас все хорошо. Мы недавно поужинали, посмотрели мультфильм, а сейчас папа читает. Я тоже читал». «Какой ты молодец!» — искренне похвалил агент. «Обязательно расскажешь мне обо всем, что прочитал, когда я вернусь. Договорились? А папа там далеко? Можешь передать ему трубку?» «Да, сейчас». В трубке послышалось копошение, а затем детский голос сменился взрослым. «Привет, Чимин. Я рад тебя слышать. Что там у тебя?» «У меня тут сплошные корейцы или просто азиаты». С улыбкой вздохнул тот. «Я еще позвоню, беру завтра в рабочее время. Но ты можешь поискать, если у тебя будет время. Запиши имя. Ли Саберо. Может, где-то мелькало? Пока мы пришли к нему в этом деле, но боюсь, что придется перерыть носом всю Америку, чтобы найти его следы». Чимин пересказал другу события последних дней, не исключая рассказа про нового напарника. «Я крайне жажду посмотреть на человека, который споил тебя ночью под мостом в первый день знакомства», — резюмировал Намджун. «Хочу, по крайней мере, пожать ему руку и выразить свое почтение». «Ой, перестань. Я уже давно не такой нелюдимый, каким ты считал меня в начале нашего знакомства», — заворчал Чимин, переворачиваясь на спину. Шнур у телефонной трубки был длинным, можно было расслабленно лечь. «Не знаю, насколько мы в Алабаме задержимся, но завтра вряд ли поедем обратно. Так что запиши мой номер. Позвонишь вечером, если что найдешь. Кстати, я чуть не забыл. Тэхён поклонник Дэга. Скажи еще, что он знает больше языков, чем я. Тогда я всерьез начну ревновать», — хмыкнул Намджун. «Папа, а что значит ревновать?» Вдали послышался звонкий голос Ханбина. «Это я тебе потом объясню». Намджун ласково потрепал его мягкие волосы. «Я еще не знаю, сколько он знает языков. Но я вас точно однажды познакомлю. У вас много общего, и он просто хороший парень. Мне на этот раз страшно повезло с напарником. Хотя от его манер я сначала немного обалдел. Но оказалось, это все не так смертельно. А сейчас я переоденусь и побегу ужинать. Потом мы, наверное, поплаваем и подумаем, куда нам двигаться дальше». Расстегнув пуговицы на рубашке, Чимин вздохнул свободнее. «Приятного аппетита. Завтра созвонимся», — пообещал Намджун и отключился после того, как записал номер отеля и комнаты. Ревновать, Ханбин, это значит испытывать сомнения в чьей-то верности. Ребенок удивленно застыл. «Ты сомневаешься в верности Чимина?» «Не имею никакого права в нем сомневаться. Это просто глупая взрослая шутка, малыш». «Не хочу быть взрослым, раз у вас такие странные шутки», — заявил сын и помчался к своей книжке, которую пришлось отложить на самом интересном месте. Must have been love, but it's over now. From the moment we touched till the time had run out. Make believing
together, that I'm sheltered